别抽撒旦，ой。США и Израиль прямо сейчас наносят массированные ракетные удары по целям на территории Ирана. Американская операция проходит под названием «Эпическая ярость», а израильская «Рык льва». На этом фоне все отчетливее выглядит, что предыдущие контакты и переговоры между США и Ираном были лишь политическим прикрытием и затягиванием времени до момента полной военной готовности к масштабной фазе конфликта. Сейчас уже фиксируются несколько волн ударов крылатыми ракетами по ключевым государственным и военным объектам Ирана. Под огнем находятся Министерство разведки, Министерство обороны, структуры, связанные с аппаратом верховного лидера, Организация по атомной энергии Ирана и военный комплекс Парчин. Израильские СМИ сообщают о мощных взрывах в районе президентского дворца в Тегеране. Одновременно появляются противоречивые сведения о попытках ликвидации высшего руководства страны, включая президента Масуда Пезешкиана и верховного лидера Али Хаминеи. По последним данным, Масуд Пезешкиан жив. Верховного лидера Ирана, по информации западных СМИ, вывезли за пределы Тегерана в особо охраняемое место, предположительно, в бункер. Министр обороны Израиля заявляет, что удары носят превентивный характер и направлены на устранение экзистенциальной угрозы для государства. На этом фоне Израиль ожидает неминуемый ответ – ракетный и беспилотный. Министр обороны Исраиль Кац вводит чрезвычайное положение по всей стране и призывает граждан немедленно следовать указаниям командования гражданской обороны и находиться в защищенных зонах. Израильский 12-й канал сообщает, что уже запущена подготовка к 4-дневной фазе интенсивных совместных ударов, по итогам которых Тегеран не должен выглядеть так, как раньше. Практически одновременно армия обороны Израиля подтверждает пуски ракет с территории Ирана в направлении Израиля. Системы противовоздушной обороны приведены в действие. В ряде районов население получает экстренные оповещения на мобильные телефоны с требованием срочно укрыться и не покидать защищенные помещения до новых указаний. Президент США Дональд Трамп публично заявляет, что начаты масштабные военные действия с целью уничтожения угрозы, исходящей от иранского режима. По данным агентства Тасним, в районе президентского дворца и комплекса верховного лидера в Тегеране зафиксирован удар 7 ракет. Трамп подчеркивает, что США намерены уничтожить ракетный потенциал Ирана, его флот и военную промышленность, обвиняя Тегеран в продолжении ядерной программы и разработке ракет большой дальности. На этом фоне наследный принц Ирана Риза Пехлеви обращается к иранцам с призывом готовиться к финальной битве против Исламской Республики, утверждая, что американская поддержка направлена против аппарата власти, а не против нации. Дональд Трамп параллельно призывает корпус стражей Исламской революции сложить оружие, обещая неприкосновенность в случае капитуляции и предупреждая о жестких последствиях в противном случае. Одновременно израильская разведка Моссад через официальный персоязычный канал обращается к иранцам с призывом помочь вернуть славные дни Ирана, заявляя о запуске защищенного канала связи. В сети появляются кадры пролета крылатых ракет BGM-109 «Томагавк» над иракским Эрбилем в направлении Ирана. В Израиле звучит воздушная тревога, фиксируются пуски баллистических ракет с иранской территории. Сообщается, что по Израилю уже запущены десятки ракет. Параллельно по Ирану разворачивается масштабная кибератака. Под давлением оказываются мобильные приложения, государственные и гражданские сайты, новостные агентства. Ответ Тегерана следует практически без паузы. Иран синхронно наносит удары по американским военным базам в Катаре, Арабских Эмиратах, Бахрейне и Саудовской Аравии, а также атакует территорию Израиля.
Одновременно под удар попадают базы США в Иордании, включая авиабазу Мувафак-Салти и база Принц Султан в Саудовской Аравии. Почти весь Израиль оказывается под массированным ракетным обстрелом. На этом фоне армия обороны Израиля объявляет мобилизацию до 70 тысяч резервистов, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявляет о намерении продолжать интенсивные удары по Ирану в течение ближайших дней. Иран официально предупреждает, что любая страна, оказывающая военную помощь Израилю, автоматически становится законной целью. Внутри страны Иран отключает и фактически национализирует интернет, объясняя это противодействием информационно-психологическим операциям. Министерство обороны Катара сообщает о перехвате иранских ракет системами Patriot. Одновременно подтверждается, что США заранее эвакуировали часть личного состава и перераспределили силы на ряде баз в регионе, снизив возможные потери. Военные аналитики отмечают, что часть ударов Ирана приходится по заранее подготовленным и частично выведенным объектам, что ограничивает их военный эффект и придает действиям демонстративный характер. Иран продолжает одновременные пуски баллистических ракет по Израилю, Бахрейну, Арабским Эмиратам, Катару и Кувейту. Американский сенатор Линдси Грэм заявляет, что конец крупнейшего государственного спонсора терроризма близок и публично поддерживает действия США и Израиля. Поступают сообщения о попаданиях по американской базе в районе Эль-Джуфейр в Бахрейне, тогда как Катар утверждает, что все ракеты, направленные в сторону Эмирата, перехвачены. В Израиле сообщается о возможном попадании иранской ракеты в районе Хайфы. Публикуются кадры разрушений в жилых кварталах. Американские официальные лица заявляют Fox News, что жертв среди военных США в Персидском заливе нет. Одновременно появляются противоречивые сведения о гибели высокопоставленных командиров корпуса стражей Исламской революции и главнокомандующего армией Ирана Амира Хатами. Однако иранские СМИ утверждают, что генерал жив и находится в безопасности. По данным Axios, удары США сосредоточены на ракетной программе и пусковых установках Ирана, тогда как Израиль делает ставку на ликвидацию высокопоставленных чиновников и элементов стратегической инфраструктуры. Сообщается о новой волне иранских пусков в направлении Беэр-Шевы и очередных ударах по территории Объединенных Арабских Эмиратов. Таким образом, на Ближнем Востоке фактически открыт ящик Пандоры, и сценарии, которые уже реализовывались прошлым летом, начинают повторяться. На данный момент США и Израиль наносят массированные удары по всей территории Ирана. В Тегеране жители в панике массово покидают город. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по странам Ближнего Востока, на территории которых размещены американские военные силы. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Ближнего Востока. Оставайтесь с Ригньюз.